Друзья, привет, с вами Тага. Добро пожаловать на очередной туториал по вашему диджеингу, который, конечно же, с каждым пройденным уроком становится все круче и круче. И как мы обещали, что мы научим вас на этом курсе всему тому, чему учат в обычных диджей-школах. И для того, чтобы вам стать крутыми, вам совсем не обязательно куда-то ездить, вы все можете делать сами. Но обычные диджей-школы, скорее всего, вам скажут, а как же вы будете играть на обычном оборудовании, то есть на том самом, который чаще всего встречается в ночных заведениях. Допустим, вы пришли в клуб, а там стоят пионеры или еще что-то. Каждый из вас должен понимать, что абсолютно неважно, с чего играет диджей. Истина для диджеинга заключается в том, что вы создаете атмосферу исключительно музыкой. И у вас в арсенале классический диджеинг и ваша музыкальная коллекция. То, что вам как раз и нужно, то есть больше-то ничего в принципе не существует. Изначально это были пластинки дека А и дека Б. И посередине был микшерный пульт, без каких-то наворотов, без процессора эффектов, вообще безо всего, кроме трехполосного эквалайзера, фейдера, который помогал выводить звук в эфир, и, соответственно, какие-то ручки, которые помогали просто выводить и управлять немножко звуком, чтобы он работал четко. А поэтому каждый из вас должен понимать, что мыслить надо не категорией бренда, то есть будет стоять Pioneer, Numark, Vestax или Denon или Rane, а кнопками, то есть вашей задачей. И раньше, то есть мы первые диджеи, которые начинали свое творчество в 80-х, в 90-х годах, некоторые в нулевых, мы, выставая в клуб за вертушки, иногда оказывались перед фактом, что у нас стоит какой-нибудь сдвоенный Numark, у которого даже трек сразу не запускается. Кнопки работают через раз, ну то есть совсем жопа. И если бы мы тогда отказывались играть и требовали, чтобы нам поставили только Pioneer или какой-то крутой аппарат, наверное, наши карьеры бы не сложились, потому что мы изначально идем играть для людей. И просто так сложилось, что компания Pioneer когда-то завоевала рынок несколькими удачными маркетинговыми ходами и удачными моделями. Одна из них стоит сейчас передо мной на столе. Это реально удачная модель для диджейского рынка, и так как главенство компании и ее новые технологии были в фаворе на протяжении 10 лет, даже более, потому что восхождение Pioneer на Олимпы славы и смещение Denon произошло с 98 примерно по 2001 год. Но если говорить еще более честно, то история Pioneer началась тогда, когда они стали завоевывать рынок, и на это у них ушло 8 лет. И потом они с 2001 года, когда выпустили вот эту вот деку CDJ 1000, стали всем нравиться, потому что эта дека и конкретно пульт DJM 500 и 600 на тот момент, будучи их флагманом, имели на борту процессор эффектов. И в серии наших уроков вы увидите, как пользоваться тем самым наследием, потому что в клубах чаще всего стоят именно этой категории пульты. DJM 600, DJM 800, DJM 750, DJM 850, DJM 900, DJM 900 Nexus, Nexus 2, DJM 2000, он выглядит вот так, отличается только тем, что есть сенсорный экран посередине. Но вы не должны, еще раз говорю, мыслить категорией типа «Ой, это какая-то новая железка, я не смогу с нее играть». Нет, друзья, вы должны обращать внимание на стандартные органы управления. И вы уже посмотрели уроки, как это делается на примере пульта Denon DJ Prime 4. А сейчас давайте посмотрим, как это делается на примере пульта DJM 900 и на примере CDJ 2000 Nexus. В данный момент передо мной Limited Edition. Отличаются они только цветом. То есть это белый комплект, есть еще платиновый, такой серебристо с зеркальным оттенком. Ну и все стандартные комплекты у них черного цвета. Отличаются еще раз только цветом. Ну и табличка Limited Edition, которая находится на задней панели. Вы должны просто знать, что когда вы приходите в клуб, и если у вас будет первое касание к аппаратуре, то обязательно первое сделайте саундчек. Договоритесь с арт-директором или с владельцем клуба, чтобы полчаса примерно времени прийти и попробовать свести несколько треков для того, чтобы прогнать программу и подготовить ее, скажем так, к вашему выступлению. Это можно сделать за полчаса до открытия клуба, за час. Не стесняйтесь, просто выпейте чашечку кофе, чая и, в принципе, размеренно, очень спокойно проведите свою репетицию.
Но вы должны не пугаться этого оборудования, вы должны просто понимать, что для того, чтобы с него сыграть хорошо, вам нужно сделать следующее действие. Первое. Скачать на свой компьютер программу Rekordbox DJ. Вы должны понимать, что эта программа сейчас представлена в двух версиях, 5 и 6. Пятая версия — это когда вы покупаете оборудование предыдущих ревизий, в котором идет бесплатно ключ. Либо кто-то вам продал ключ Rekordbox 5 версии, и это лицензия на всю жизнь. Вы можете ее купить, можете не покупать. Лицензия на БУ рынке обычно стоит от 3 до 5 тысяч рублей. Новую лицензию уже нельзя купить, она стоила примерно $100, потому что сейчас у Rekordbox есть новая версия программы, это Rekordbox 6, и вы, в принципе, можете скачать его. Для чего он вам нужен? Для того, чтобы готовить плейлисты под Pioneer, если вдруг вы выступаете именно в клубе, где стоит только Pioneer, а вы не хотите нести свой контроллер, там Denon или другой, в клуб тащиться, или там у вас нет возможности в самолете его просто перевести, потому что он у вас нереально тяжелый и большой. В таких случаях вы закатываете свой плейлист на компьютер. И теперь давайте посмотрим инструкцию, как это правильно делать. Открываете программу Rekordbox DJ. Вас интересует режим либо экспорт, либо перформанс, абсолютно неважно, вы не собираетесь на ней играть в данный момент. Вы собираетесь использовать ее только для создания плейлистов, чтобы деки, которые стоят в клубах, более, скажем так, детально и четко и быстро работали с вашей музыкой. То есть были оптимизированы. Создаете плейлист. Это делается так. Список воспроизведения, нажимаем на плюсик справа, называем плейлист, например, игра в таком-то клубе, там клуб такой-то, допустим, такое-то число. Дальше, прямо вот так, в это окошко перетаскиваете все треки, которые вы хотите играть. Теперь ваша задача подождать, пока программа проанализирует треки. Видите, прогружается прогрузка. Это как раз и происходит анализ треков. Все, что вам нужно, немножко подождать. Когда ваши треки проанализированы, вы можете сделать следующее. Сделать рейтинг звездами по динамической форме микса. Это мы обучаем на про-курсе. Может быть, кто-то из вас покупал наш курс по селекции музыки. В общем, сделать обязательно, потому что это поможет вам ориентироваться в музыке еще лучше. То есть вы прослушиваете абсолютно каждый трек, а после этого ставите ему определенный рейтинг, который будет соответствовать той части микса, к которой он максимально подходит. Дальше вы выстраиваете свой плейлист так, как вы хотите. То есть вы можете двигать треки, меняя их местами. Там, допустим, этот трек будет первым, а вот этот трек третьим, следующий пятым и прочее. То есть вы выбираете плейлист, можете прослушивать, можете репетировать в этой программе, подгоняя скорости или там треки, сравнивая их между собой. И когда это будет закончено, все, что вам будет нужно, это сделать следующее действие. Нажав на этот плейлист правой кнопкой мыши, у вас выскочит история экспортировать этот плейлист на носитель. Для этого вам нужно вставить самую обычную флешку, желательно USB 2.0, но с максимально быстрым значением по классу флешки. Например, вот такие, как Data Travel G3, и нажать кнопку «Экспорт». Все. Как только ваши треки экспортировались на флешку, вы готовы играть на любом плеере деки компании Pioneer. Какие моменты вы должны знать для работы с флешками? Маленькие советы. Первое. Флешка для того, чтобы играть с дек компании Pioneer, желательно не должна быть более 16 гигабайт, потому что это старые технологии XDJ, и они читают не все большие флешки. Конечно, вы можете рискнуть, поставить 32, 64, 128, 256, но чем больше гигабайт на вашей флешке, и чем она мощнее, тем вы увеличиваете риск, что ваша флешка на одной из дек не запустится. Причем в практике это реальные факты. У вас может на одной деке флешка заработать, а на другой нет. И тогда вам придется работать по линку. То есть линк — это провод, который позволяет перебрасывать с одной флешки информацию на другой носитель, то есть на другую деку. Второй момент. Ваша флешка должна быть отформатирована в формате FAT32. Это универсальный формат. Почему именно в нем? Потому что бывают ситуации, когда вы, например, что-то сделали не так, или дека не читает что-то, и вам нужно поменять свой плейлист, а из близлежащих ноутбуков, которые вам доступны, есть ноутбук только с Windows. Если вы будете форматировать в формате macOS, то этот компьютер с Windows просто может не увидеть вашу флешку, и вы окажетесь в ситуации, что вы не можете как бы спасти свой сет. Это просто маленькие советы, не более.
Конечно, если у вас всегда четко свой компьютер с собой, всегда этот Mac рядом с вами, то вы можете также вставить эту флешку, и она будет работать, все будет окей. Но у вас все в порядке, вы экспортировали ваш плейлист, у вас он на флешке, флешка классная, все готово, работает. Дальше вы должны аккуратно вставить флешку в деку. И мы видим, что у нас загорела лампочка и флешка готова. В данный момент как раз самая простая флешка. Здесь у нас есть история. И эта история ваш плейлист. Вот этот вот рогалик, который можно крутить туда-сюда, помогает вам перемещаться по браузеру. Браузер — это ваша коллекция на вашей флешке. Браузер помогает вам кнопками Back и вот этим рогаликом по ней путешествовать. На него можно нажимать. И если вы хотите зайти в ваши плейлисты, нужно выбрать раздел «Плейлист» и нажать на этот рогалик. Все, вы зашли. Мы видим плейлист про стерео. Для того, чтобы зайти в треки, нужно нажать еще раз на рогалик, и мы заходим уже в плейлист. И теперь, крутя его, мы перемещаемся по трекам конкретно. Теперь, чтобы выбрать трек, надо опять на него нажать. И тогда трек загружается в деку. В данном случае у меня треки все абсолютно в большом формате AIF и WAV, и поэтому дека при загрузке треков немножечко думает. Бывают ситуации, что большая WAV-форма у Pioneer, когда вы используете большие мощные файлы, не всегда прогружается до конца, и она может так и не прогрузиться до конца. Это не проблема в вашей флешке, это абсолютно нормальная ситуация, вы не переживаете, вы просто играете, не боясь, что трек остановится, просто вы будете работать на слух. Ну и, соответственно, если вы хотите вернуться обратно в плейлист, например, выбрать другой, в данном случае тут был бы список плейлистов, и я бы мог, вращая рогалик, по ним путешествовать так же, как по трекам в моей библиотеке. Back кнопка — это переводится назад. И вот здесь есть еще одна папка, которая поможет вам быстро работать, если, допустим, у вас треки находятся в корневом каталоге. Что такое корневой каталог? Когда вы не проанализировали треки, допустим, у вас не было рекорд-бокс, и с собой вообще вам дали какую-то флешку, где очень классная музыка, но она еще не проанализирована. Их тоже можно играть. Просто Pioneer понадобится немножко больше времени, чтобы как бы увидеть и подумать об этом треке. Давайте посмотрим. Вот сейчас у меня есть здесь такие треки. Вот написано папка folder. Заходим в нее. После этого мы видим, что тут есть треки, которые мы можем сюда загрузить. И здесь вот есть файлы, да, там AIF, например. И сейчас мы видим, что не прогружается сразу волна, она со временем начинает только появляться. Это как раз и есть наша вейв-форма. В данном случае у меня акапелла, и поэтому она выглядит так. Если бы здесь был полноценный трек, то этот трек выглядел бы как обычный готовый трек. Но вы смысл поняли, что даже если у вас есть треки, то вам нужно просто как бы их запускать. И вот все будет запускаться. Также точно работает все остальное. Но ваша задача работать с плейлистами. И поэтому вы можете работать с ними вот так. Теперь смотрите, у нас есть одна флешка и у нас есть две деки. Это классический способ вообще игры в клубе. Но вы должны понимать также, что если, например, будут стоять в клубе не 2000-е деки, а CDJ 900, вы должны понимать, что у них нет режима LAN, и то есть передать с флешки на вторую деку информацию будет невозможно. В нашем случае стоят деки 2000-е, и на 2000 Nexus, и на 2000 Nexus 2 есть эта история, что вы можете играть с одной флешки на 2, 3 или 4 деки. Теперь смотрите, как же мне здесь увидеть музыку с этой флешки. Вы нажимаете Link, и видите, появилась с USB 1, она так ее определила, точно такое же меню. И мы точно так же заходим в плейлист про стерео, и теперь заходим в наш плейлист и видим, что мы можем выбрать точно так же треки. Вот мы выбрали треки. У нас есть трек здесь и трек здесь. Давайте тут для чистоты эксперимента выберем также трек. И вот у нас звук. И звук здесь. Теперь давайте посмотрим, что дека из себя представляет, как вы должны мыслить в принципе. Ваша задача запускать треки, синхронизировать их, потом накладывать следующий трек на предыдущий.
И не надо бояться, что здесь какие-то другие кнопки не такие, как на вашем контроллере, потому что кнопки Q и кнопки Play — это ровно те же кнопки, как на ваших деках, как на Denon, на Vestax, Rain, вообще где угодно. И вы должны понимать, что вот pitch, вот есть jog, который можно регулировать, а, допустим, он просто немножко больше, чем на DDJ 400, SX, RX или Denon MC 4000 или 6000, то есть абсолютно неважно, какого размера вот эти вот органы управления. Вы вообще должны понимать, что неважно, какого размера джок. И когда в других школах вам говорят, что да вот, это деки такого большого размера, это так важно, на самом деле вообще нет. Прямо сейчас можете посмотреть, как один из преподавателей нашей школы играет на самом престижном технофестивале на контроллере за 200 баксов. На его столе нет ни одной железки фирмы Pioneer. Есть пульты, есть звуковая карта, она хорошая, но это звуковая карта, и есть маленький контроллер. Так вот, конкретно здесь история абсолютно точно повторяет любой контроллер, который существует на планете. Я имею в виду именно диджейский, в классическом варианте. Поэтому давайте изучим. Кнопка Q нужна для того, чтобы выстраивать точку, например, то место, откуда вы будете начинать. И сейчас мы видим, что здесь по вейвформе вот тут есть яма, брейкдаун, а здесь есть просто биты. И мне нужно, допустим, начинать сначала. И, конечно, я должен найти первую точку. Как это слышится? Вот так мы слышим бочку. Мы должны поставить свою точку на начало первого квадрата. В данном случае она так и стоит. Вы все делали ритмическое упражнение. Если вы не помните, пересмотрите этот урок. Но прямо сейчас давайте посмотрим, как это выглядит именно здесь. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Заметили, что на второй малый квадрат что-то в треке поменялось, то есть потом еще что-то поменялось. И вдруг вы хотите начать, например, не с начала трека, а, допустим, с его середины, потому что вторая часть вам кажется более интересной. Вы просто перематываете, и здесь это можно делать так. Нажимаете на джог, и в режиме Vinyl Mode, это вот эта кнопка, то есть вот так вот работает, вот так работает CD режим, а вот так работает режим Vinyl Mode. И вы можете путешествовать по треку. Вот эта полоска — это Needle Search. Она работает в режиме Play, то есть когда трек запущен. Я могу сразу быстро куда-то, скажем так, перематывать. Но я могу перематывать еще и вот таким способом. Если я нажимаю на Search и просто держу, то это одна скорость. Если я нажимаю на Search и начинаю вращать джогом, то это другая скорость, то есть гораздо быстрее. Допустим, я хочу начать со второй части трека. И для этого мне нужно просто найти начало бочки. Слышите, какой звук? То есть нету бочки, нету каких-то таких звуков. А теперь давайте домотаем до бочки. И вот она бочка. Я нахожу самое начало этого звука и нажимаю кнопку Q. Теперь видите, вот тут поменялся флажок. Вот смотрите, он будет меняться каждый раз, когда я ставлю куда-то. Флажок поменялся, теперь я могу запускать этот трек с этого места. То есть я выставил Q. Дальше play. И трек теперь запускается отсюда. Но давайте вернемся на его начало. И понимаем, что нам надо свести следующий трек. Но у нас есть какая-то скорость. Выставим трек в начало. Pitch регулирует скорость. И видите, что он может менять его в плюс и в минус. И для этого, допустим, выставим ровное значение 125 ударов ритма в минуту. Beat per minute — это количество ударов ритма за 1 минуту, чтобы вы понимали. Дальше мы нажимаем play. И все, что нам нужно,
запустить трек. Теперь у нас есть второй трек, который нам также нужно обязательно запустить. Для этого мы должны синхронизировать скорость. И если вот, например, сейчас в этом треке 123 удара ритма, и мы запустим треки ровно, то они будут расходиться. Видите, сначала играет ровно, а теперь расходится, как и было на предыдущем уроке. Что-то не так. Для этого надо проверить, и вы можете при помощи джога, скажем так, попытаться понять, в какую сторону расходится джог. Смотрите. Начинает расходиться. Я подгоняю его быстрее, и он выравнивается. Это значит, что скорость меньше, и как бы мы видим по счетчику, что она реально меньше. При помощи питч-контроля мы выравниваем скорость до того же состояния, как и здесь, то есть ставим 125 ударов в минуту. И запускаем. Если вы немножечко криво запустили, то для этого тоже существует джог. Чуть-чуть выровняли, оба трека играют вместе. Делаете вы это в наушниках, то есть у вас один канал открыт, а прослушивая вместе, вы должны слышать, что у вас происходит. Естественно, в режиме Q, предпрослушки. И теперь вы готовы, когда у вас подходит начало квадрата, вы готовы запустить следующий трек. Например, трек уже играет вот здесь, в самом конце. И мы ждем подходящего момента, чтобы запустить трек. Подготавливаем частоты. Все это мы делаем, конечно же, в наушниках. И после этого выводим в квадрат следующий трек. И теперь меняем частоты. Напоминаю, что сначала мы добавляем частоты следующего трека, а потом только убавляем частоты предыдущего. Дело осталось только за басами и выводом трека обратно. Ваше сведение закончено, то есть у вас все идеально, все хорошо. Вот именно так выглядит классическое сведение. То есть вам не нужно бояться органов управления. Все те же самые штуки, как перемотка трека, поиск следующего, Q для того, чтобы найти нужную точку, Play, есть на любом оборудовании. Неважно, контроллер это маленького размера, среднего, большого, или это серьезные взрослые сетапы, такие как Pioneer CDJ 3000 или Denon DJ SC6000 Prime. Абсолютно одинаковое, как вы видите сейчас на картинке, расположение основных органов управления, которые из себя представляют Q, Play, Pitch и браузер для поиска треков. Возможным единственным отличием будет то, что флешка вставляется с какой-то другой стороны. Например, на Denon они обычно вставляются сзади или спереди, на Pioneer вставляются сверху. На Denon на больших контроллерах они также вставляются сверху и сзади. Все зависит от разных устройств, но вы должны мыслить категорией именно простых органов управления, потому что классический микс — это просто запуск одного трека и потом синхронизация скорости второго и запуск второго трека при обычном сведении при помощи эквалайзера и фейдеров. В некоторых историях бывают роторные пульты, но это отдельная история, которой пока вам еще касаться рановато. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Помимо этого, давайте рассмотрим на этих деках другие кнопки, которые вас могут сбивать, допустим, с толку. Первое, на что вам стоит обратить внимание, это вот на эти ручки. Они иногда бывают после других диджеев выставлены не так. Это штука, которая запускает или останавливает трек медленно. Вот эти регулировки для обычного микса надо убирать до конца влево, потому что если вы не пользуетесь эффектом
break off или не пользуетесь какими-то фишками, которыми владеют обычно уже продвинутые диджеи, вы просто лучше их отключите, чтобы ваша музыка запускалась быстро и также быстро останавливалась. Все. То есть это и такая история. Дальше. Здесь есть unlock и lock. Это для тех, кто работает с дисками. Но таких диджеев осталось, может быть, 1 на 1000, может быть, пол диджея на 1000 других диджеев. Следующая история. Это Jog Adjust. Это ручка, которая позволяет регулировать жесткость вашего джога. То есть, допустим, он будет крутиться легко или он будет крутиться спокойно, более зажато. Для чего? Для тех, кто играет быстро или вскрейчит, нужно вот в таком режиме до конца влево, называется light. Для тех, кто просто миксует, можно варьировать соотношение от центра до heavy, тяжелый, потому что тогда вы будете более точно подстраивать треки в момент их синхронизации. Следующий момент. Бывает, что нажимается кнопка Tempo Reset. Она горит зелененькой лампочкой. Если эта лампочка горит, обязательно отключите ее, потому что тогда ваш питч работать не будет. Видите? Ничего не происходит. Так как вы начинающие, вы можете попасть в ситуацию, что вы будете нервничать, а оказывается, что вот эта кнопка горит. Это первое, что вам надо проверить, потому как это очень важно. Дальше следующий момент, который также вам может быть полезен. Бывает такое, что иногда диджей шутит. Я в такую ситуацию попадал один раз за свою карьеру, но тем не менее, есть кнопка реверс. Она горит красным. Если она горит, то трек запускаться не будет, то есть он будет останавливаться. И либо играть на следующий трек, что как бы, не будет. Если это будет первый трек вашего альбома, там, например, диско, то трек не запускается. Видите, кнопка play не работает. То есть вы будете не понимать, а что же вообще происходит, почему ничего нет. Обращайте внимание на эту лампочку. Кнопка реверс служит для эффекта вращения трека в обратную сторону. Что еще бывает с этими деками, когда вы находите их в клубе, и вдруг вам надо работать? Бывает, что не работает кнопка Q, потому что она очень сильно, скажем так, подубита. Но в этом нет ничего страшного, вы можете использовать другие способы запуска трека. Например, через Auto Beat Loop. Нажав вот эту кнопку, ваш трек будет запущен. Только после этого надо сразу нажать на выход, потому что трек уходит в петлю в режиме 4 удара ритма. Запускаете трек и сразу нажимаете кнопку «Выход», то есть выход из петли. Все, ваш трек запущен. Это если вдруг в этих деках кнопки Q сломаны. Сломаны чаще всего бывают именно они, потому что в некоторых клубах некоторые резиденты, любители поиграть на этих кнопках, как на барабанах. Это когда вы в такие ситуации попадаете. Ну а если, конечно, дека не читает флешку, у нее сломан LAN и вообще все плохо, то тогда эта история уже замена деки. Допустим, джог вообще раздолбан, и вам нужно выровнять скорость. Вы можете делать это при помощи регулировки питча. Вы запускаете трек, ваши скорости уже синхронизованы, но ваша задача запустить трек, и вы немножко не попали. Допустим, все. Вам уже не нужен джог для того, чтобы регулировать скорость и немножко подгонять. Раньше была такая функция Pitch Bend, и вот вы можете использовать джог как раз старую функцию Pitch Bend. Pitch Bend — это плюс и минус. Она сохранилась на деках Denon, мы об этом говорили в одном из уроков. То есть вы просто можете использовать для этого pitch. Самое оптимальное при этом — это использовать pitch с минимальным шагом в изменении питча. И вот здесь есть еще одна кнопка, которую вам надо знать. Это Tempo White. И плюс-минус 16, плюс-минус 10 и плюс-минус 6. А вот здесь мы видим, как это отображается. В данный момент плюс-минус 10. Для регулировки питчом, если вдруг сломан джог или вы так хотите работать. Так, кстати, раньше играли на пластинках. Мы можем просто менять и выставляем плюс-минус 6. Это будет самое плавное изменение питча для того, чтобы вы как бы
хорошо и комфортно себя чувствовали. Единственный момент, который очень важен для вас, это с этой функцией надо потренироваться. И потренироваться вы можете с ней даже на своем контроллере. Для этого вы должны отключить все синхронизации, какие у вас есть, и потренировать просто классическое сведение, запуская треки и сводя их там начало на конец, для того, чтобы до автоматизма отточить навык работы на слух. Для этого не надо заклеивать счетчики BPM, для этого нужно просто поработать на слух. То есть, ну вот примерно так. Начинаем слышать, что треки расходятся. Останавливаем, прибавляем скорость. Понимаем, что нам надо еще немножко скорректировать. И вот сейчас очень хорошо наглядно показано еще одно опровержение, еще одной легенды, которые так часто любят пользоваться в сетях, рассказывая про вот эти загадочные 0,80. Что такое 0,80, когда вам об этом говорят? Это шаг 1% питча. То есть, когда вы можете просто математически высчитать, то есть, например, 1% питча у вас будет прибавлен на, допустим, 0,80, потом 1,60, потом, естественно, 240 и так далее. Но когда питч уже подустал у деки, могут быть казусы. И вот, например, сейчас мы видим, что 1% составляет 0,85. То есть уже есть погрешность, а он может составлять 0,90. Поэтому, когда вы от кого-то слышите вот эту вот старую историю, то понимаете, что на всех деках питчи плюс-минус разные. Нет ни одного идеально работающего в синхронизации, чтобы он там целый час качественно работал питча, потому что, ну, кроме как, если это не цифра, засинхронизированная типа вместе, то есть когда у вас работает программа для того, чтобы синхронизировать. Все питчи так или иначе когда-то устают, и вы, придя в клуб, можете оказаться в такой ситуации. Поэтому к этому вы тоже должны быть готовы и должны уметь пользоваться джогами. Это третий момент, о котором вы сегодня должны были знать. То есть вы должны уметь всегда слушать на слух музыку, и когда у вас происходит, скажем так, микрорасхождение, вы должны слушать внимательно и контролировать джог, то есть немножко его подкручивать. Именно этим занимаются диджеи, как вы можете наблюдать, когда работают за пультом, постоянно подкручивают джог, потому что питчи, потому что бывают треки, допустим, рипованные с винила. Что такое рип с винила? Когда пластинку записали с обычного проигрывателя, но мало кто знает, что когда пластинка подходит к яблоку, это центр пластинки, скорость трека начинает увеличиваться, потому что это такая физиология этого носителя. И здесь с этим ничего не поделать, и вам может попадаться такая музыка. Если она не отварплена, не сделана никаких с ней манипуляций через цифру, то вы можете оказаться в ситуации, когда ваши треки со временем ближе к концу будут расходиться, и вы должны быть к этому готовы. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Я думаю, что все остальные уроки этого курса вы посмотрели очень внимательно, и поэтому не стесняйтесь пролистывать информацию, всю, которая доступна вам в вашем личном кабинете, чтобы находить ответы на вопросы, которые могут возникать у вас в процессе обучения. Ну а мы с вами увидимся на следующем занятии.